Народ, если честно, я офигел. Я офигел, когда узнал, что мои зрители, то есть вы, когда я спросил у вас, должен ли быть рис в крабовом салате, второй по популярности после оливье салат на новогоднем столе. И мне ответили примерно половина людей, вы сейчас видите этот скриншот, примерно половина вас считает, что нет. А я всю жизнь думал, что, всю жизнь делали крабовый салат с рисом. Но при этом многие сказали, типа, да нет, братан, его как бы наши бабушки делали с рисом, потому что, не богатые были, и чтобы салата было больше. А я никогда не видел ни у кого, ни у бедных людей, ни у богатых людей. У меня семья всю жизнь очень бедная была, как бы, и всегда делали с рисом. Сейчас деньги есть, но всегда все равно делают с рисом. Я не знаю. И я в гости сколько раз ходил, и все делают крабовый салат с рисом. И при этом почти половина человек голосует, что он не нужен в этом салате. Я не знаю, что об этом сказать. Ну а то, что спонсор новогодних видосиков российская студия Кефир и их офигенная игрушка для смартфонов Frostborn, вы все знаете. По названию вы уже поняли, что это студия, разрабатывающая игры. И пацаны ищут таланты. Кстати, это не важно, откуда вы, потому что у них работают парни со всего света. Они сделали кайфовую игрушку с сеттингом викингов и лютым РПГшным месиловым. А поставить все это можно прямо в вашу мобилу. Ну и нагибать с друганами. Северные земли Мидгарда ждут вас и ваших друзей. Огромное количество локаций таят в себе интересные истории и секреты. И каждый день в Frostborn проходят новые турниры, а на карте происходят случайные события, не дающие игроку заскучать. И да, если вы собрались играть во Frostborn, то лучше бы вам заручиться поддержкой союзников, дабы нагибать быстрее и мощнее. И вообще, пока ты ждешь, враг качается, так что начинай прямо сейчас. А ссылочка, само собой, в описании. Сейчас я сделаю самый классический крабовый салат, самый классический, тот, который все вы ели в детстве. Но сразу говорю, это ваше дело, добавлять рис или нет. Чем мои рецепты, вот эти новогодние, у меня по факту новогодний марафон рецептов, отличаются от всех остальных? Они отличаются тем, что мои рецепты заточены как раз под те мисочки, которые есть у вас дома. Смотрите, что по объему этих салатниц. В эту салатницу помещается 2 литра воды. В эту салатницу помещается 1600 мл воды. То есть 2 килограмма салата в этой салатнице оказываются за подлицо, а в такой будет с горочкой. Так что граммовочки внизу под видео. Короче, запоминать ничего не нужно. Проходим по ссылочке под видео, сохраняем это в закладке. Данный рецепт сделан под классические салатницы вот такого примерно размера, которые есть у каждого человека на постсоветском пространстве. И это самый классический крабовый салат. Единственный вареный ингредиент, если не считать риса, это яйца. Сразу начинаем с варки яиц. Заметьте, народ, я не буду вам в описании давать граммовки в стиле возьмите 3 яйца. Каких яйца? Страусиных, гусиных, огромных, маленьких, перепелиных? Нет. Граммы, только граммы. Далее, крабовые палочки. Очень вкратце, как сделать хреновый крабовый салат. Первое, переварить рис. Второе, сэкономить на нормальном майонезе. Третье, все криво порезать не одинаковыми кубиками, такое есть не очень приятно. И основное, наверное, это взять фиговые крабовые палочки. Мне никто не платил, ладно, я не знаю. Все знают, что это, Серега, как ты думаешь, это все за рекламу примут. Но, если честно, я последние, наверное, лет 8 покупаю только вот эти крабовые палки, на которых написано VC или VC. Я даже не знаю, как это называется. Они не спонсор данного видео. Они просто остаются сочными, а у остальных почему-то они то крахмалистые, то твердые, то сухие, всякое такое. Я просто вот так их выдавливаю обычно. Давайте нарежем. И я нарезаю крабовую палку такого размера на 4 куска. У меня тогда получается что-то примерно нужного размера полоски, нужного размера кубики. Ну, по крайней мере, в моем представлении. Как всегда, чтобы хорошо отваренные яйца чистились, их нужно кинуть в большое количество ледяной воды. И я часто это повторяю, не знаю, все ли услышали, но их нужно реально не начинать заливать прохладненькой водичкой, а вот так вынуть и кинуть в кастрюлю с холодной водой, чтобы возник конденсат под скорлупой. Я много раз это повторял, и тем не менее, мне кажется, некоторые не усваивают. Горячее яйцо в ледяную воду и оставим так минуты на 2. Ну и, собственно, яйца, которые приготовлены вот так вот и шокированы, я много раз показывал. И, как всегда, показываю еще раз. Главное, пленочку поддеть. Сейчас все, пленочка поддета.
они чистятся примерно вот так. Если вы под самый Новый год, кстати, лайфхак, покупаете яйца, то не надо так. Почему? Потому что под самый Новый год, то есть 31 числа в гипермаркет, ну прям смотрите, у меня яйцо прям само, вот так, все, вот так. 30-31 числа в гипермаркетах продают яйца молодых куриц, и так как яиц не хватает, все их для салатов закупают, то выбрасывают, знаете, маленькие такие яйца молодых куриц. Они не чистятся ни при каких обстоятельствах. Откуда я знаю? У меня на даче, курятник, где молодые куры, там небольшие такие яйца. Они очень вкусные, но они не чистятся вообще никак. А чтобы не осталось никаких шелушек, я вот так вот всегда яйца перед нарезкой отмываю. Также хорошей идеей является удаление жидких семок из огурца, потому что если их оставить, то салат будет плыть. Короче, у него внизу будет скапливаться вот эта вот жижа. Но тех, кто, собственно, берет обычные огурчики, не такие салатные обычные огурчики, я ни в коем случае не осуждаю. Разрезаем вот так пополам, берем чайную ложечку и в 2 движения или в несколько движений выскребаем жидкую сердцевину, оставляя только хрустяшку. А огурцы я режу таким образом. Я сначала их вот так раздавливаю, потом разрезаю вот так на полоски. Так гораздо удобнее, когда они придавлены. А потом уже, собственно, кубики. Еще одна неплохая идея. С каждого огурца, с каждой стороны отрезать по кусочку и попробовать, что он не горький. Именно с 2 сторон, потому что у огурца может быть половина огурца горькой. Если он не горький здесь, не горький здесь, значит все нормально. А то один вот такой огурец, знаете, поплывший, горьковатый, он может испоганить целую миску салата там и 1,5 часа работы. Ну и само собой кукуруза. Экономить на ней бессмысленно, потому что разница между супер фиговой, старой, такой коричневой, отстойной кукурузой и хорошей кукурузой, она по деньгам крайне мала. Вот, само собой, в граммовочках по ссылке в описании указан вес кукурузы со слитой жидкостью, то есть без воды. Просто банку вот так приоткрываем и ставим в раковину. Пара минут и воды там не будет. Кукуруза без воды. Ну и если вы все-таки добавляете рис, то есть это 50 на 50 примерно люди, чуть больше все-таки добавляют рис. Если вы его добавляете, рассказываю, как сварить без обсчета, значит, воды, граммовок риса, как сварить его рассыпчатым. Просто смотрим, что написано на пачке, и варим его в большом количестве, в любом количестве воды, на малом огне, варим его 2/3 времени от того, что написано на пачке. А потом сливаем воду и просто закрываем крышкой. То есть оставшуюся воду, то есть оставшаяся треть варенья, он просто напитывается той водой, которая осталась. Получается мягкий, но рассыпчатый рис. Вот, например, вода закипает. Добавили немного соли и прочитали, что написано на пачке. На пачке написано 20-25. Мы будем варить 16. Прямо даже не в пакетике, просто туда высыпаем. Я думаю, понятно, что рис нужно брать, на котором написано не для ризотто, который там в кашу превращается, а тот, на котором... Короче, пачка любого риса, на котором будет фраза «рассыпчатый», «покать». Итак, 2/3 времени это просто варилось. Теперь сливаем. При этом я сливаю, мне абсолютно все равно, сколько там риса, сколько там воды. Просто сливаем. Он еще немного недоварен. Возвращаем. Опять же, повторяюсь, абсолютно неважно, сколько там было воды. И закрываем крышкой. Так еще 10 минут, пускай он остывает. Конечно, если вы точно знаете, какое количество риса, точно знаете какое-то количество воды, что это за рис и всякое такое, вы можете этим методом не пользоваться, просто забить болт и сварить там, знаете, 1 часть риса, 2 части воды, залили на там 20 минут, точно выключили. Но у всех разный газ, у всех по-разному кипит, у кого-то там жесткая вода, у кого-то мягкая вода, все солят по-разному. Но вот этот, как бы, вот этот способ, типа, 2/3 варим и 1/3, оно просто с собственной влагой, которая налипла, доходит, он просто всегда работает. И в итоге получается вот такой вот достаточно рассыпчатый и при этом полностью готовый рис. Ну, по этой технологии, грубо говоря. Чтобы было удобнее все это перемешивать, давайте в тазик перевалим. И рисец. Дело остается за солью, перцем и мазиком.
Майонез я беру провансальненький, и его по сравнению с оливье, с тем же, идет достаточно много. Ну то, что свежемолотый перец и солить по вкусу, это понятно. Я солю немножко, тут нет ни соленых огурцов, как в оливье, ничего такого. Перемешиваю и пробую. И получается, друзья мои, вот такой, так, уберу, вот такой вот салат. Вот такой вот салатик, практически идеально нарезанный, с хрустящими огурчиками. Это просто самый стандартный классический крабыч. Пробуем! Если кто-то думал, что я сейчас закачу глаза от бешеного вкуса, нет. Почему? Потому что вот с этими граммовками получается самая стандартная классика. Самая стандартная. Вы решаете только, нужен вам рис или нет. Но в принципе вот на такую чашу с небольшой шапочкой получается. Если у вас 2-литровая салатница, то будет без шапочки с этими граммовками, которые вы найдете по ссылке в описании. Но это прям идеальный крабыч. Прям идеальный. То есть не хочу себя перехваливать, но в лучших рестиках за много денег приносят порцию вот такого вот крабового салата. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. До следующего новогоднего видео. Подписывайтесь, кстати.